Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, сейчас мы пойдем топить Puro 70 Ultra и радуйтесь, это не рекламный обзор. Ну и смотрите, сейчас будем его топить, разумеется, смартфону ничего не будет. По поводу рекламного обзора, это не про уровень моей эпичности. Я 99%, наверное, девайсов, которые на канале, покупаю сам. А про то, что данное устройство покупать не для, самому блогера вряд ли будет. Чтобы вы понимали, при начале продаж он был 130 с их лутбоксами, сейчас он на Авито 92-94, я покупал его за 92, ну и учитывая его железо, это еще дорого за него, очень дорого. Вот так он сможет снимать под водой. Смарт физически, если не брать то, что у него внутри, просто нереально волшебно крутой. И выезжающая камера, это тоже очень круто. Хотя весь функционал как раз в том, что она выезжает, когда ты используешь камеру. И получается, вот убираем камеру, и она заезжает обратно. По большому счету... Это все, что она может. Если говорить про само устройство в плане эксплуатации и боятся ли Huawei воды, у меня ни разу они не тонули за 7 лет блогинга, и вряд ли они утонут. Плюсов у них в плане сборки и всего остального очень много. Как это называется? Стандарты качества по материалам, сборке и всему остальному у них и правда на высоте. Сейчас попробую подавить на... Ух ты, ёшки, надеюсь, она не умерла. Нет, не умерла, выехала. Ну, вот такой вот злобный эксперимент я сразу сделал. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И если вы собирались брать этот смартфон, лучше не смотрите обзор. Почему? Потому что маркетинг Huawei на данный момент построен таким образом, что у них 3 блока рекламы. Первая, которая убеждает, что у Puro 70 самый классный цвет и модный, поэтому его стоит покупать. Вторая категория рассказывает про то, что Puro 70 Ultra это суперкамерафон. К слову, я сравню его в лоб с 15 Pro Max. И да, они одинаковые стоимости на старте. Правда, после старта через неделю я купил его уже за 90, а этот за 90 довольно сложно приобрести. Но это уже другая история. Это, как говорится, другое. И третья категория рассказывает, что по каким-то неясным всем причинам P70 Pro снимает лучше, чем Ultra и 70. На P70 Pro у меня в перспективе обзор будет. Что я хочу про этот смартфон сказать? Он нереально классно собран. Он суперски лежит в руке, у него великолепный звук, и все. Если вы досмотрите, дорезюмирую, вы поймете, откуда во мне столько сарказма. Наверное, оттуда, что на его перепродаже я, скорее всего, потеряю довольно много денег, но обзор того стоил. Я уже делал на него прожарку больше 2 часов. Посмотрите, посмейтесь на канале Польза стримы, там я в онлайне его тестировал. Я уже благополучным образом закончил тестирование, несколько недель я с ним проходил, пофотографировал больше 1000 фотографий. Скачивайте, пожалуйста, исходники, лучше не слушайте меня, а просто исходники скачивайте, и вы сами себя сможете убедить, что это лучший камерафон. Уж тем более не смотрите сравнение с iPhone 15 Pro Max по видео, потому что там возникает много вопросов к DxO-марку, как много миллионов они за эти первые строчки зарабатывают. Но это уже, как говорится, другая история. Без сарказма. Смартфон интересный, без сарказма за счет хайпа, который они подняли по поводу Huawei. Но на чем они ее подняли? Есть ли хоть какой-то смысл в этом хайпе? И стоит ли этот смартфон хоть чего-то, вы узнаете в ролике. Во всяком случае, мое мнение. Купил, рассказал. Смотрим. Распаковка. Поставляется Puro 70 Ultra в белой премиальной упаковке из плотного картона. На ней есть название производителя, модели и краткие характеристики. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам смартфон, кабель Type-C, блок питания Supercharge на 100 Вт, краткое руководство пользователя, чехол и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Вес смартфона составляет 226 граммов, а габариты 162 на 75 на 8,5 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянные. Я разыгрываю ежемесячно по смартфону Poco X6 Pro. Условия просты. Подписывайтесь на канал с колоколом, оставляйте любой осмысленный комментарий под любым из роликов больше 5 слов. Также там пишите свое имя в телеге, либо в описании своего канала, и подписывайтесь на телеграм-канал скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще Poco F6 Pro разыгрывается в конце этого месяца, поэтому следим за каналом, участвуем, и присутствовать на розыгрышах не обязательно. Если вы победите, я вам обязательно напишу. Переходим к обзору. Поставляется данный девайс
часть в черной, зеленой и коричневой расцветке. Белая расцветка доступна в китайской версии. Дизайн модели слегка отличается от Puro 70. В версии Ultra мы имеем закругленные металлические грани, тыльную часть из искусственной кожи и дополнительный элемент дизайна рядом с блоком камер, на котором есть надпись X-Mage и LED-вспышка. Собрана модель достойно, материалы тактильно приятные, в руке смартфон лежит очень комфортно, но одной рукой пользоваться не всегда удобно, здесь все зависит от размера вашей руки. Смартфон имеет официальную защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. В начале ролика вы видели, как смартфон справляется с погружением под воду и одновременной видеосъемкой. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, версии 3.1 Gen 1, за что отдельное спасибо, микрофоны и динамики. Звучание качественное, динамики достаточно громкие, но небольшой перекос по громкости все-таки есть. Плюс в настройках нет предустановленных эквалайзеров, нет кастомного эквалайзера, и это один из лучших, в принципе, смартфонов по звуку, что я встречал. Он и правда супер классно звучит. Лучше яблока или еще чего-то. Вибромотор тактильно приятный, но не флагманский, даже близко, и не настраиваемый. То есть не только OnePlus лучше, чем он по вибро, но еще много других смартфонов. Мини-джека на 3,5 мм не завезли, но хорошо, что здесь есть уже и капорт. За это отдельное спасибо. Летим дальше. Huawei Puro 70 Ultra оснащен OLED LTPO экраном с диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2844 на 1260 пикселей. Защитой Kung Glass, адаптивной технологией обновления частоты экрана от 1 до 120 Гц, притом 1 Гц я не увидел, это особенность, наверное, Huawei. Не знаю, в каких условиях. Я не собираюсь копаться в этом. Я знаю, что 1 Гц здесь нет. Так что для меня это не LTPO, а обычный экран 60-120 Гц. Можете написать, что я должен был сделать, чтобы увидеть этот 1 Гц. Поддержка технологии HDR Vivid и плотность пикселей в 460 ppi. Экран с закругленными краями, рамки не громадные, да и вырез под фронтальную камеру во внимание не бросается, он не особо большой. Яркость по моим замерам на 100% вы видите, с включенной автоматической регулировкой яркости экран выдает 2600. Сам производитель так и заявляет. Шим затемнения 1440 Гц, и особенность шима Брадексом все волшебно, а вот ТК показывает не супер волшебные результаты. На ТК у меня 2 паспорта. Чему лучше доверять, решать исключительно вам. Частота дискретизации касания до 300 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, как и тест отклика экрана на 10 касаний одновременно. В целом все в пределах нормы, но в играх тач ужасен. Опять же, это по моему субъективному мнению, вполне возможно от того, что смартфон перегревается. В остальных сценариях использования претензий к нему не было. Полноценный Always On дисплей на борту. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев под экраном, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает плохо, но хорошо, что один и тот же отпечаток пальца завести несколько раз нельзя. Максимум можно завести 5 разных отпечатков пальцев. И когда я говорю, что сканер отпечатков пальцев работает плохо, он не просто долго работает, он еще не всегда разблокирует экран. А вот распознавание лица срабатывает корректно и быстро. Но особенность, что здесь можно внести биометрические данные 2 лиц, можно добавить данные в другом образе, к примеру, в очках. Но здесь нет Face ID того уровня, который позволяет пользоваться банковскими приложениями. Процессор High Silicon Kirin 9010 с техпроцессом 7 нанометров и 12 ядрами. Так показывает, во всяком случае, HW Info. Хотя Puro 70 было 8 ядер, по данным HW Info. Максимальная частота у него 2,3 ГГц, графический процессор Malion 910, а нейронный процессор DaVinci. Оперативная память LPDDR5 на 16 ГБ, внутренняя память UFS версии 3.1 на 512 ГБ и 1 ТБ. Учитывая стоимость, а также год выпуска, данное железо имеет нулевую актуальность. Интерфейс EMUI версии 14.2 на базе Android 12 версии. Напоминаю, что сейчас скоро уже выйдет Android 15 версии. Русский язык на борту, полноценных Google сервисов нет. А многие говорят, что никаких проблем нету. Можете посмотреть мои мучения на стриме. Что я делал не так, я не знаю. До стрима у меня такие же мучения были с Puro. И да, если вы ничего туда устанавливать не будете, вот просто ничего, то телефон работает хорошо. Если вы будете устанавливать какие-то программы, которые вам нужны, вы будете бегать по магазинам приложений, и вполне возможно у вас вылетит, как у меня, Gbox, потом microG, и, в общем, будете перезагружать устройство, форматировать его, заново все устанавливать и надеяться, что у вас это снова не произойдет. Smart поддерживает управление жестами, это не новинка на рынке, и здесь не особо их и много. Различные вспомогательные функции, интерактивные темы и не только. Вощайте, что я ничего не говорю про ИИ. Почему? Потому что процессор веселый. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, 4G сетей со всеми бендами. 5G в RU-версии нет, и eSIM поддерживается только в Puro
70 Pro, то есть в ультре eSIM отсутствует. Датчик приближения работает корректно, Bluetooth старой версии 5.2, но радуйтесь, Bluetooth главное есть. Могли бы убрать, сказать, он вам не нужен. NFC-модуль в наличии, поддерживается режим чтения и записи, режим эмуляции карт, а также оплата с помощью SIM-карты, но только через слот SIM1 или HCE. Puro 70 Ultra использует следующие спутниковые системы GPS от GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS и Navi. Хотя кое-кто говорит, что от GPS здесь отсутствует. У GPS точность 4 метра, работает он не быстро. Емкость аккумулятора 5200 мАч. В PC-марке я его не гонял, но одно могу сказать, что в играх он поедает заряд очень быстро, мега быстро. За 30 минут по проводу он у меня заряжается, примерно поедает 30% в час в играх. Играть невозможно, можете посмотреть стрим, почему, и FPS, и тач, и вообще все очень плохо. По поводу еще автономности, почти 4 часа он может снимать со 100% батареи до нуля в 4К 60 FPS, и файл будет 98 гигабайт, но это дело сбросило FPS, сбросило битрейт, то есть если вы долго снимаете на данный смартфон, он сбрасывает у вас частоту съемки, и для кого-то это будет нормально. Также есть беспроводная зарядка до 80 Вт и реверсивная до 20 Вт. Перейдем к тестам. Тротлинг тест проходит очень плохо, 95 гипсов минимально, максимально 330 гипсов, в среднем 229 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Я напоминаю по поводу тротлинг теста, для того, чтобы он проходил хорошо, в него нужно постоянно тапать, но мне, как минимум, неинтересно это делать. Хорошо, что Huawei таким образом пытается оптимизировать расход, но у него это не очень хорошо получается, как раз тест на съемку это и показывает. Сколько он выбивает в Geekbench, Antutu и остальных тестах вы видите, это уровень хорошего флагмана 2020 года. Storage тест то же самое, отличный флагман 2021 года. И, наверное, из этого железа они вытянули максимум, но даже озвучивать этого не очень хочется. Переходим к камерам. Основной выдвижной сенсор на 50 мегапикселей Sony IMX989 с переменной диафрагмой от 1.6 до 4.0. Здесь у нас оптостаб, фокусное расстояние 23 мм, лазерная автофокусировка и максимальное разрешение для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик OmniVision OV40A на 40 мегапикселей с апертурой 2.2, цифровой стабилизацией и фокусным расстоянием в 13 мм. Последний сенсор — это телефотосенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.1, оптической стабилизацией и фокусным расстоянием 90 мм. Смартфон также имеет 3,5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум и 100-кратный цифровой зум. Фронтальный сенсор же на 13 мегапикселей с апертурой 2.4, цифровой стабилизацией и максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Я сравнивал данную модель со смартфоном от Apple, iPhone 15 Pro Max. Если кратко, то Huawei в плане видеосъемки показал лучший результат только на телевик в ночное время или в локациях, где мало освещения. В остальном Apple не оставит и шансов Huawei. Опять же, это мое мнение блогера, и может быть на меня каким-то образом влияет то, что я покупал их за одинаковый ценник плюс-минус. А снимаю я на айфоны все свои ролики. Этот ролик тоже. Опять же, я не говорю про фото, о них мы поговорим позже. Но Puro 70 Ultra снимает видео с артефактами, бликами, плохой работой со светом, плохой стабилизацией, да и в целом он ужасно снимает за свою стоимость. По поводу того, что лучше снимает 70 Pro, они таким образом и эту модель пытаются продавать, и 70-ю. 70 Pro я тоже купил, и где-то через месяц вам о нем расскажу. 4К 60 FPS, съемка с двух рук, это ультра с протертыми камерами и яблоко. Сейчас я вижу ультра полная жесть, но вполне возможно вы сейчас будете видеть что-то другое. Насчет выпадания кадров, да, они есть, я не знаю почему, на 70-м было. Здесь я то же самое буду проверять до упора, для того, чтобы вам рассказать потом. И ультраширик, который у яблока должен быть хуже, по мне. Еще раз повторяюсь, я не советую яблоко. Яблоко мне необходимо как кошелек и камера. У вас может быть другие сценарии использования. Для игр яблоко еще, наверное, больше дно, чем Huawei. Но если то, что я вижу сейчас на Huawei, реально так оно и будет, ну тогда это все очень плохо. X4, X5 Huawei, X5 яблоко, давайте X3, X4 Huawei, и у телевик у яблока на X5, и вот X4 яблоко. Сейчас он должен проигрывать, надеюсь. По-моему, проигрывает. И понеслась. По натуральности цветов Huawei перекручивает просто лютейшее эту пальму. По значку Макдональдс и работа с диодами Huawei лучше.
на X3. Но если берем X1, смотрим, не знаю, конечно. Но по работе со светом сами видите. Я так радуюсь, потому что единственное, за что стоит Huawei хвалить, по мнению маркетологов, это за съемку. Ну вот, кстати, телевик X5. И вот с X5 получается телевик у Huawei. Вот сейчас не X3, а X5. Ну и кто здесь кого? И за что? Вот за что хвалить Huawei? Может быть, постобработка будет какая-то топовая. Но на данный момент мне желание очень долго снимать. Надеюсь, что те, кто собираются приобретать его, неважно за 90, за 130, за 70 тысяч рублей, 10 тысяч раз подумают. Потому что по мне это афера года просто. Вот это вот продавать. Потому что по моим ощущениям Huawei P60 Pro был не только по железу лучше, но и по съемке. Можете меня поправить. Потому что я его тестировал, есть у меня такое ощущение. Ну что, 4К 60 FPS, вот в этих условиях, смотрите, Huawei делает интересную штуку, он вытягивает, то есть вот они, видите, маленький размер сенсора, и даже в 60 FPS его дюймовый сенсор вытягивает все. С другой стороны мы разворачиваемся, и со светом он отрабатывает намного хуже. Вот она матрица. Хотя с другой стороны и здесь не сказать, что он прям лучше отработал. Ну да, посмотрите, как засвечены вторые этажи. Что показывает нам яблоко и что показывает Huawei. И телевики X5 и, соответственно, X4 против X5 у яблока. Ну вот телевики мне больше нравятся. Ну, непонятно у кого, видите, они одинаково не очень хорошо отрабатывают. Сказать, что они все адское просто сравнение. Почему? Потому что петухи орут в 5 утра. И я совсем с катушек съехал, уже в 5 утра сравниваю петухов. Ладно, это все мелочи жизни. Прикиньте, они вот там на деревьях кричат. Главное не это, главное то, как они будут снимать вот этот вид сначала отсюда на основной модуль. Вот вообще не близко у Huawei, вообще не близко. И по цвету зелени вообще не близко. Смотрите, какой великолепный ультраширик на ультре. Не зря они столько корпели, да? Можно просто выложить и удивиться. Вот он, ультра, одним словом. Кто там, мне так нравится, задвигают, что прошки лучше снимают. Я купил прошку, как говорится, увидел. X4. X4, к слову, лучше, чем X5, справляется с чем? Со съемкой. Ну да, телевик лучше. Ночными объектами. Посмотрите, как четко у Huawei. Какое месиво у iPhone. Хотя, опять же, это вижу я. А то, что вы видите вы, может быть, в тех сценариях, о которых я говорил. Нет, телевик вообще шикардос у Huawei. Но основной модуль. И в общем, не особо. 4К 60 FPS. Скорость, конечно, разблокировки по лицу у Huawei очень долгая. X1 0.8, ультраширик, давайте 0.8. И вот так вы сможете себя снимать в лифте. И следующая легенда будет вечная, мне кажется, я раз 500 за ролик повторю, что потом мне будут писать, что вообще нормально снимает Pro, а ультра это так. Ну что, как вам основной модуль, рассвет? И если вы видите то, что вижу я, то я не хочу комментировать. То, что Huawei сливает, это, мне кажется, сложно. Ну, прошка придет, и также еще и прошку прогоняю. Как мне расстраивают люди, которые не верят своим глазам, а верят просто словам. Идите в магазин и посмотрите, что посмотреть в магазине.
Телевик нормально отрабатывает, классно. Huawei. Остальное-то что смотреть? Как вам будут впаривать эту дичь с яблоками? Будут. Ну, куда-то надо ее продавать. И два основных модуля. Вот так смотрите. Свет. 6 часов утра. 7 спокойной ночи. Вот хотел сказать, что днем смысла сравнивать не вижу, зато нет, вижу. Динамический диапазон, видите? Какая разница. Это основные модули 4К 60 FPS. Плавность картинки, видите? Она должна быть. И опять же, я протестировал сейчас Huawei. И он сбрасывает просто FPS при длительной съемке, при том конкретно. Ультраширики, X5, X4, телевики. Телевик мне, кстати, нравится больше у Huawei днем. Хотя вот цвета, которые передают Huawei, вообще не соответствуют сейчас. Это две основы. Кстати, максимальный зум давайте покажу, чтобы не говорили, что я... А почему X10? Ага. X15 против X10. Интересно. Но это все проц. Все это проц виноват. Мощностей не хватает. А что тут было такое? С облаком. Ладно. Вот так будут снимать днем. Еще посравниваю. И фронталка 4К 60 FPS. О, динамический диапазон у фронталок, да? Страдает. Но у кого-то он страдает больше, у кого-то он страдает меньше. Да? Не зря же новинка 24 года. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Немного пройдусь. Увидите разницу хорошо, не увидите тоже хорошо. И вот так вы можете снимать на эти два смартфона, прогуливаясь при рассеянном свете, наблюдая за птичками, за облаками. И насколько хорошо снимают оба смарта, вы можете оценить. Все в автомате работает. Я не знаю, что делает Huawei. Huawei, наверное, я не хочу комментировать по поводу съемки Huawei, но у него с динамическим диапазоном все ужасно. И 70 Pro я тоже купил. Знаете, есть три категории, в общем, по сути, три задания. Одни типы хвалят 70-ю серию за цвета, вторые типы говорят ультра, просто топ, но слишком дорого, а третьим типам сказали говорить, что лучше всего 70 Pro. По какой-то неясной мне причине. Ну, потому что как бы провалились. Я не знаю почему. Типа самое выгодное. Вот так сможете снимать с этих двух смартфонов. Вот какая рекомендованная цена у вас для ультра? Как вы считаете, должна быть? Ультраширики. Очень плавно. И быстро. И основа. Быстро. И телевики X4, X5. Быстро. Но не очень быстро, потому что очень быстро вообще ничего не видно. Ну ладно. 4К 60 FPS, фудблогинг. Так. Ну, вы, я думаю, видите, да, что у яблока шумой, у Huawei такое романтичное размытие, но в то же время с размытием еще и не соответствуют цвета. Здесь цвета тоже не соответствуют у Huawei, но это все как бы фудблогинг. Вы к этому всему можете по-разному относиться. Но ультраширики такая же беда у Huawei. Я не знаю, почему он решил такой цвет лупить. Ну вот решил. Ну что, 4К 60 FPS, флагманская цена, флагманские претензии, флагманские тесты. И вот здесь, смотрите-ка. Нет, я поспешил похвалить Huawei.
Во всяком случае, вы, может быть, видите другую картину, и я очень часто повторяю, что ваши дела – это ваши дела, и как вы считаете лучше, что снимают, это лучше снимает для вас. Так же, как для многих контрасты, вот, с цветами какая-то лабутень. Ну, допустим, автофокус, 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 автофокус. Вот я бы сказал, что яблоко проигрывает, хотя кто-то скажет, что плавнее это делает оно. И ультраширики, та же история. Автофокус, автофокус. Раз. Это вместо гайки будет теперь, по просьбам трудящихся. Раз. Я, кстати, нормально не вижу, если честно, как он снимает, хорошо сейчас или нет. И вообще, в тысячный раз повторяю, что очень много смартфонов, допустим, у меня в сумке Pixel 8a. Вот сейчас на ультраширике мы снимаем. Так вот, Pixel 8a на основном модуле снимает, ну, прям не хуже в 2 раза по стоимости, и точно не в 3. Но стоит дешевле. То есть разница в основном на ультрашириках дорогих смартах, на телевиках, перископ, не перископ, X3, X5 и, разумеется, там количество мегапикселей, стабилизация. Но самое важное в этой всей истории это всегда, давайте X10, X15. Это история про ночную съемку. То есть чем лучше ночью снимает смартфон, тем он дороже. Вот обычно так. Но не тем он дороже, а флагманы должны снимать хорошо ночью. Хотя без дополнительного... Что это? Ладно. Без дополнительного освещения это все та еще история. 4К 60 FPS, основной модуль, фронтальный основной 4К 60 FPS. И вот так вы сможете себя снимать днем, рассказывая что-нибудь. Но, опять же, яблочные микро почти не включены, потому что они ужасные. Либо какие-то настройки есть, которые я за год не понял какие, и мне они не нужны, потому что я считаю, что на холодную должно все это дело работать. 4К 60 FPS, 2 кота. И ну вот так вы сможете снимать. По мне с цветами вообще никак не справляется. И знаете, это сейчас будет самое, наверное, маленькое сравнение, которое вы можете найти на YouTube по поводу фотографий, какое только может быть. Почему? Вы сейчас поймете, почему. Потому что объяснять людям, которые покупают андроиды, почему яблоко или Samsung лучше, хотя, опять же, Samsung это тоже андроиды, но все-таки корейцы, они умеют делать так, чтобы фотография была ближе к реальности. Вот в чем. Вот смотрите, 2 фотографии. Вот это, к сожалению, я на нормальный фронтальный модуль. Запоминаем, что короткие как раз названия — это яблоко. Вот это то, как я хотел бы выглядеть на Huawei. Никаких дополнительных каких-то украшалок, ничего не включено, но вы просто будете лучшей версией себя на фронталку. И нечего сравнивать, нечего вспоминать. Видео вы и так видели. Нравятся ли вам шумы, как он красит позади, вот эти вот это вот, ну хорошо. Не нравится, разумеется, есть вариантов много. Андроиды плюс-минус одинаково красят все, и поэтому выбрать есть из чего. Если говорить по поводу динамического диапазона, вот мы много по поводу видео говорим, динамический диапазон, вот она пура, вот она яблоко. Во-первых, яблоко правильно передало цвета, а во-вторых, ну, это можно сравнить. Да, если вы не собираетесь восход-закат снимать, если вы, как правильно скажут, так ты сам... Поработай ручками в проф-режиме, поставь экспозицию, выставь ISO. А я для этого плачу 100 кусков, чтобы мне вот вместо этой фотографии, которая просто вот встал утром в 6 утра, точнее, когда перед тем, как ложился, сделал фотографию, и все. А здесь я в 6 утра должен был ползунками возить ради чего? Фотик тогда покупать. И еще одна фотография ночная. Здесь у нас максимально неприятный момент. Почему? Потому что я даже не заметил то, как Huawei, по сути, со стабилизацией отработал не лучшим образом. И это как раз про процессор, когда говорят, процессор не имеет значения, скорость работы. Да, если бы я это делал в спорт-режиме или, ну,
50 фотографий бы сделал, у меня бы было что-то потребно. Ну вот я пришел и сфотографировал один на другой. То есть здесь мы имеем не мое лицо, здесь мы имеем убогий динамический диапазон по сравнению с яблоком, опять же. Яблоко не образец для фотографии. И здесь мы имеем неотработанный стаб. Примеров фотографий на Puro Ultra у меня больше 1000. Я обожаю фотографировать на смартфоны, которые классно лежат в руке. Назвать его лучшим камерафоном, мне кажется, DxO Mark получила очень много миллионов тубриков, чтобы, ну, и каяться, и маякаться будет очень долго, как и с Honor Magic 6 Pro. У вас может быть абсолютно другое мнение. Но вот это не камерафон яблоко против супер-мега камерафона Huawei. На этом все. Кому интересно, исходников море, смотрите. Как он делает объем Huawei, кстати. Он просто, вот этот вот контраст, отлично он, да, с бородой сработал. Этот вообще размыл. Ну и ладно. Яблоко не камерафон. Но здесь хотя бы цвет лица тот. Так вот, он просто вокруг объектов создает контраст и отделяет от фона. И у вас появляется ощущение объема. Все. Просто безумно, бездушно долгая разблокировка по лицу. Ультраширик. Ну, а давайте-ка без слов. Основа. И модули, конечно, не дерганые. Ладно. Пусть это будет на совести маркетологов. 4К 60 FPS вообще не сотвори себе кумир, да? Все снимают не идеально в этих условиях. Но в то же время у всех есть свои сильные и слабые стороны. У данного устройства даже нет Face ID. А еще мне нравится народ, который, может быть, я в ролике забуду сказать, пока вы фронталку смотрите, который все вспоминал про Huawei и то, что безопасность у них хуже, чем у кого-то другого. Только забавно то, что за что они им санкции-то объявили, кто-нибудь помнит? 4К 60 FPS, съемка с одной руки, ночь, основной модуль, еда, ультраширик, X1, X4, X10, X4, X1. Источники. Кратко, я понял, в чем фишка этой камеры. Не вибро даже, а в аудиосопровождении. Ты когда ее щелкаешь, у тебя для колорита. Так вот, так как аудюха здесь супер динамики, то когда ты ее щелкаешь, у тебя такой очень объемный, очень клевый, очень классный. Но, к сожалению, от этого снимать в 4К 60 FPS, а это максимум, он лучше не может. Но, ну что, ну вот такой пример очередной. Я думаю, те, кто купили, и так не смотрят это дело, да? А те, кто планирует купить, обычный сценарий использования. 4К 60 FPS, фудблогинг, и нет, освещение плохое, но и видео абсолютно по цветам не соответствует, и ну, как-то печальненько. Ультраширик не легче, X2 не легче. Основа такая. Сейчас пока без всяких сравнений, 4К 60 FPS. Думаю, приеду еще с чем-то сюда. Потом буду сравнивать. Переход на ультраширик. Вот так. 4К 60 FPS. Puro Ultra 5:30. И это 12 утро, которое я встречаю. Может, оно и хорошо. Будет у меня уже такой режим.
К слову, откуда столько контента, да? X4. Не тянет процессор у него, не тянет процессор обработку. Оптика супер, материалы супер. Но это мое субъективное мнение, у вас, разумеется, может быть другое. 4К 60 FPS, лифт, и здесь будет обзор одним кадром, однозначный, железный, и вот так вы сможете себя снимать. Кстати, хейтеры, если кто-то меня все еще продолжает смотреть, какой ужасный ультраширик, меня сегодня кинули на смартфон, купил дистанционно, как дурачок, в запрещенной сети Smart, и мне написали, доплати еще так же. Так что у меня случаются, но это второй раз за мою жизнь. Первый раз у меня крали при покупке, но его вернула полиция. А этот раз расскажу вам. Но это тоже дополнительные какие-то проблемы. X4. О, X4 вообще. Хотите так снимать? Не надо. И где эта волшебная съемка? Хорошо он снимает. Для P60. Жаль, у меня P60 Pro нет. Ну что, понеслась, как все хейтеры любят. Надейтесь, что я сейчас растянусь. Но не факт, как говорится. Разумеется, так кататься нельзя. Тем более нельзя кататься ночью с одной рукой, с горы. Но вам же интересно, как он будет отрабатывать. Тем более можно будет сравнить. Вполне возможно, я постараюсь, кстати, даже днем это сделать. Как мне написали, ну это супер плавный съезд с горы. Так, друзья, у меня на все смартфоны супер плавный съезд с горы, потому что когда ты едешь на чем-то, ну, большом, на байке там, у тебя стабилизация еще и, ну, собственно, байка работает. Не просто так здесь придумана подвеска, амортизаторы и остальные прелести. Для того, чтобы можно было снимать, шучу, для того, чтобы можно было комфортно кататься даже под таким вот углом. Он был довольно приличный. Но опять же, еду я безумно медленно, для того, чтобы вы могли оценить, как он работает со светом. Противным довольно, кстати, желтым, теплым светом. Не люблю я теплый свет, мне ближе холодный. Хотя, опять же, многие любят теплый свет. Есть на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Но вот так сможете снимать. Давайте-ка на ультраширик еще, потому что на телевик это, конечно, дичь будет снимать. Чуть-чуть еще на ультраширик сниму, как съемка с горы. Хейтеры, вот растянусь я на байке. Кто вам еще будет что-то снимать подобное, чтобы вы могли приходить и говорить, это он битрейт сам срезал. Это вообще смартфону слишком жарко, потому что нормальные смартфоны создают для Заполярья только. А Китай он вообще весь в Тибете. Все в холоде. Да? Но буду я надеяться, что я не растянусь дальше. X4, разумеется, никто телевиком в движении не будет пользоваться, но мы с вами можем это дело проверить. И напоминаю, что, скорее всего, исходники я в личную телегу все-таки скину, потому что по поводу всех этих Huawei мне 500 тысяч раз все пишут, что я их пытаюсь захейтить. Здесь хейтить нечего, обожаю Huawei P60 Pro. Особенно те, кто купили его там, P60 мне писали, по 38 тысяч новый покупали. Ясен красен, у вас лучшие смартфоны на планете за эти деньги. А вот уры. Так у вас процессоры лучше, кстати, да. Ничего ж себе, я сам с собой спорю, да? В 6 часов утра. Какой? 14-й день, 6 часов утра. Ночь. Основа. Ультраширик. Основа 4К 60 FPS. Телевик 4К. И фронталка ночью. Может быть чуть-чуть движение. Да. Еще и... Ну, не будем, в общем. Вот так сможете себя снимать ночью на фронталку Huawei Уры 70 Ультра. Нужно делать вот так, ультра широко. И, может быть, что-то вы слышать будете. Минусов много, я расскажу о них, когда буду резюмировать. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну и резюмировать я бы хотел несколькими блоками, очень долго и мучительно. Почему? Смотрите, вот это дело
купила всех, все и вся. Я уже в Puro 70 объяснял людям, что очень много доверчивых все равно людей осталось, которые не хотят думать, по-другому не сказать. Если вы видите в кадре человека, который вертит вот так Huawei, значит просто компания купила этих людей для того, чтобы они в кадре ими вертели. Это первый блок. То есть если вы видите в телевизоре, на YouTube, еще где-то, не факт, что люди ими пользуются. И, скорее всего, и не пользуются. Второй блок, момент, когда я говорю, что с Google сервисами здесь полная беда, не слетают, половину вы вообще не сможете установить программ ни через что. И об этом некоторые честные блогеры вам еще расскажут в перспективе. Илюха, тебе привет. Так вот, здесь у вас будет одна сплошная боль в плане программного обеспечения. А когда вы скажете, а зачем мне эти Google сервисы, а вы где этот обзор смотрите? Не на YouTube ли? И вот мы пришли к третьему блоку. Третий блок – это то, что вот сейчас я держу в руках Puro 70 Ultra, и вы мне не верите и думаете, что я просто хейчу Huawei. Напоминаю, для меня Huawei – это лучший бренд по аксессуарам. Наушники, часы, планшеты очень неплохие и отличные ноутбуки на Алишке по распродаже средний бюджет. Вот и все. И максимально нечестная реклама. Но не будем об этом. Huawei, к сожалению, с Google сервисами не дружит. И это болезнь. А вот про P60 Pro я вспомнил не зря. Вы вбиваете P60 Pro против Huawei P70 Ultra в любой GPT-чате, либо просто в поисковике в любой системе. И смотрите, насколько Huawei P60 Pro лучше, чем это дело. Вам не просто продают железо в красивой обертке старое. Это никому не нужное старое железо. То есть оно не имеет в принципе стоимости. Это еще старее, чем Helio G99 в плане технологий. И когда вы говорите, процессор не важен, так у вас обвесом идет все сразу после этого. И Wi-Fi, и Bluetooth, и графический процессор, и память. И вот это вот все в итоге получается в флагмане. Красная цена которому 1050. Потому что снимает он за эти деньги отвратно. Потеря кадров у него такая же, как на Huawei P70. Если вы будете снимать по 30 секунд по минуте, никаких вопросов. Быстренько отсняли, под кондиционером, все волшебно. Но если вы решите забыть о том, что это устройство перегревается, что у него слабый проц, преисполнитесь рекламой и начнете снимать что-то, посмотрите свойства файла. Вы очень сильно расстроитесь. У меня в личной телеге много примеров подобного. Может быть, у меня как-то по-другому они работают. И P70, и P70 Ultra. Но вот так. Вот так оно работало у меня. Я его купил, поэтому я вам о нем рассказываю о моем экземпляре. У вас он может быть волшебный. И я не говорю про баллы Antutu, я говорю про использование. Окей, мы не можем играть нормально в игры, мы не можем нормально устанавливать программы, но у него суперкамера. Вот по видеосъемке вы уже видели. Там супер даже рядом не лежало. По фотосъемке можно любыми способами и средствами продать любой девайс. Вот сейчас. Потому что маркетинг сработал так, что вам нужно фотографировать за 130 штук или даже за 100. Что вы сможете себе купить из фотиков? Хуже ли фотографирует Oppo Find X7 Ultra? Хуже ли фотографирует Vivo X100 Ultra? Хуже ли фотографирует Samsung S24 Ultra? Вам будут говорить, что хуже. Скачайте мои исходники, скачайте исходники у других блогеров и сравните. Что делает Huawei? Он перекручивает контраст, он перекручивает цвета и делает так, чтобы у вас был виртуальный объем. По-другому не сказать, потому что картинка нереальная. И все. И все эти размытия и все остальное – это чистой воды маркетинг. Вот сейчас прошла распродажа на Ali 618. Даже у тех блогеров, которые пиарили Huawei, они их выставляли. Из всего хуавеевского чуда только Puro 70 на 20-й строчке по объему продаж. Там можно фильтровать так, чтобы они были на вторых-третьих строчках, но ультры там даже близко нет. Кому и как уходят Huawei 70-й линейки, я думаю, вы догадываетесь, потому что Huawei очень сильно помогает, собственно, как и должно правительство, потому что они борются с санкциями. Но это вообще не ваша тема. И когда мне пишут, Саня, ну, они барахтаются, и они молодцы, они что-то делают, я хочу вас спросить, а почему вы должны за это платить? Те же самые китайские смартфоны Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, это все Китай. Ну, то есть, если вы хотите сказать, мы помогаем друзьям, это все друзья из Китая. И это
Почему вы должны покупать что-то, что вам придется после 130 тысяч продавать на Авито за 90 и еще и очумеете продавать? В общем, этот вопрос себе, я надеюсь, вы сможете задать. Я напоминаю, что с подобного типа контента у меня очень мало подписчиков приходит, и это логично. Отписываются еще и владельцы Huawei, но, к слову, все, у кого Huawei P60 и P60 Pro, я вас поздравляю, у вас отличные смарты за свои деньги, у вас просто они суперские. Особенно, разумеется, те, кто покупал их на Авито, потом новые или по баллам, или еще как-то. Но я думаю, вы в курсе, как их сливали. Вот за те деньги, что их сливали, они были супер. Единственный вопрос, какого лешего вот здесь я могу установить Play Market, который у меня, ладно, вылетает, а на P60 Pro я не могу установить Play Market. И это все Huawei. То есть это его все двойные стандарты. Намек это про то, что когда вы купите 7-ю линейку, выйдет 8-я. Вы уверены, что у вас microG, как у меня, не начнут чаще вылетать, или они обрубят сервисы, которые вам не нужны, на которых вы смотрите, собственно, сейчас этот ролик? Надеюсь, что я не слишком перегорел и более-менее рассказал вам все, что думаю об этом девайсе. Единственное, в конце я хочу добавить, что кому бы в руки не попадало это устройство, все говорили «Вау!». То есть я многим показывал Huawei P70 Ultra за эти недели. Многие говорили круто!», трогали его, говорили, какое тактильно приятное ощущение от стекла, от рамки, какое-то интересное устройство и как приятно им пользоваться. И это правда. И те же люди получали от меня какие-то онры, они говорили: «А почему так ощущение дешевого?» Вот они так делают. Вот один концерн, хотя они, понятно, разделились, но вместе одними вагонами деньги в DxOMark отвозят, потому что это не лучшая камера. Напишите мне, пожалуйста, вот я считаю, это лучшая камера. А по поводу блогинга и всего остального и рекламы, я очень часто прошу подписчиков, вот у вас есть блогеры, которым вы доверяете, которые распиарили это устройство. Просто напишите им: у меня 130 тысяч рублей, вот ты мне, друг, советовал Huawei P70 Ultra, мне покупать Huawei P70 Ultra или за 100 тысяч P70 Ultra, или за 90, или купить за 90 S24 Ultra. И мне очень интересно, что они вам ответят. Поверьте, вам тоже будет очень интересно, даже после всех этих хваленных роликов на Huawei. Девайсу от меня в отрыве от стоимости, особенно в 2021 году, однозначно да, он лучший, но не в 2024. Добра и удачи вам, дорогие друзья, подписывайтесь на канал с колоколом.